Вітаю вас у своєму саду. Я Світлана. Дуже рада бачити постійних та нових глядачів. Особливо нових, потому что за последние несколько дней количество подписчиков намного увеличилось. Благодарю всех, кому нравится мой сад. Сегодня проведу такую маленькую интересную экскурсию, покажу, что из себя представляет мой сад, какие растения растут, какие цветы и хвойные вы сможете увидеть и что узнать. Идемте. Экскурсия будет довольно короткая, мы просто пройдем по саду, и я вам расскажу. Наш дом, участок находится очень близко к Киеву. Мы купили недостроенную коробку, и я высаживаю сад, свои любимые растения. Вадим Петрович, вместе со мной и с 4 помощниками мы достраиваем дом, поэтому по участку вы можете еще видеть много недоделок. Я очень люблю рододендроны. И поэтому начнем нашу прогулку такую импровизированную с правой стороны от дома, где находится аллея с рододендронами. Их почти 18 сортов уже на участке растет. Мне они просто очень нравятся. Это мои любимые цветущие кустарники. На канале, кстати, есть видео и по уходу, и ответы на вопросы про рододендроны. Кому эта тема интересна, можно полистать плейлисты и найти интересующую вас информацию. А я совсем скоро буду уже вам показывать, которые расцвели первыми. Уже даже в прошлом видео показала первый Каннингемс White, уже расцвел. Бутоны. Утром выходила в сад, бутоны раскрыл, и рододендрон Германия. Мне нравится этот сорт, наверное, больше всего. Вот он. Это я час назад снимала. Цветочки только-только приоткрылись. Куст уже по ширине где-то 1,5 метра. Самый первый мой рододендрон. Посажены они тут вдоль забора. Тенек на них падает. И мы выходим к центральному крыльцу. Тут у меня хвойная композиция, штамбовая гортензия. Выглядит это вот так на сегодня, на 6 мая 2025 года. А это съемки прошлого года. Штамповая гортензия Фантом украшает маленькую лужайку. И вот эта клумба. Сейчас тут растут тюльпаны и хвойные. А совсем скоро тут будет очень красиво. Зацветут розы. Вот так. Розы я тоже очень люблю. И когда мы жили в квартире, я мечтала, в моем саду обязательно будет много роз. Так и случилось. На этой маленькой круглой клумбе розы 2 сортов. Такая монопосадка Wedding Bells и Жанна Моро. Вообще в моем саду роз очень много. Моя гордость, наверное, и визитная карточка — большой розовый круг с газоном. Газон мы только в прошлом году посеяли, я борюсь с сорняками. А розы высаживались 3 года. Сейчас это уже более-менее подросшие кусты, сортов очень много. Вообще на моем участке в саду более 200 роз, 220, по-моему. Около 20 сортов плетистых роз. Очень красиво. Летом будем любоваться. Вот в прошлом году проверяли полив, как сделали, провели, чтобы газон зеленый красивый был. Это того стоила вся эта работа, потому что впечатления, которые получаем, глядя на эту красоту, уже вот совсем скоро, через месяц, будем ждать первых цветов.
Роз у меня не коллекция. Я выбираю те, которые мне нравятся по характеристикам, по цвету, по форме цветка. И если сильно нравится роза, я ее повторяю в саду. Как, допустим, вот эта роза Парфюм Рояль. Розовая, красивая, плетистая, растет на арке. Это Winter Lodge. Тоже украшает качелю. Это один куст. Часто спрашивали у меня, сколько тут кустов. Вообще обзоры роз тоже есть, плейлисты, там очень много я отдельных сортов показываю и какие-то подборки по розам. Кому розы нравятся, заходите, листайте, смотрите. Еще мне нравится топиарная стрижка. Я, конечно, учусь, но вот на этой клумбе я, видите, из можжевельников такие загугулинки настригла, сформировала. А совсем скоро тут расцветут гортензии. Мы посмотрим позже, какое количество гортензий у меня в саду и лилий. А еще моя гордость, вот это была штамбовая лиственница Стив Випер, а сейчас это на арке такая красавица. Распустилась уже. Это листопадное хвойное растение. Иголочки у него на зиму осыпаются. Ну, мы обошли дом. Это зона с левой стороны от центрального входа. Тут такие монопосадки. Я очень люблю регулярный стиль, поэтому растения в моем саду с определенной периодичностью повторяются. Туи колумна, пионы, которые тоже сейчас уже почти все на огромных бутонах, не померзли, все у меня получилось. И жду вот такого цветения. Должно зацвести еще примерно 6 новых сортов. И жду посылку, кстати, я завтра заказала в горшках пионы. Попробую высадить те, которые уже укорененные. Эта зона сада мне сейчас нравится особенно, потому что мы сделали более-менее черновую дорожку, поставили бордюры, тут хоть стало можно ходить. Если попадутся кусочки видео прошлого года, как вот это, тут видно, что дорожки нету. Вдоль дома на клумбе у меня растут крупнолистные гортензии и много-много роз. Плетистые, которые будут украшать стены дома. По сортам вы, наверное, узнаете. Я акцент делать не буду на сортах, но розы очень красивые, их очень много, яркие, разные и уже набирают высоту, вьются. Мы сделали такие временные пока металлические опоры, пока не поднимутся стены нашего дома. Выбирайте, смотрите, кому розы нравятся. По сортам есть обзоры. Мне нравятся вот такие коралловые и розы биколорные, как, например, вот это. Это Наранга. А это роза Миранда Ламберт, вы спросите. Вдоль дома еще хвойные, чтобы клумба не простаивала в зимнее время, кипарисовики и нидиформисы, которые я рассказывала, я немножко приподнимаю над землей и формирую грибочками. Еще у нас 4 помощника, вот одна из них самая активная, помогают нам и не дают скучать. Ну, конечно, больше от них шума и шороха, ловят ящериц, кротов. 4 Джек Рассела девочки. Мы собак не разводим, я вам отвечала на этот вопрос. Просто так получилось, что 4 Джек Рассела живут с нами. Это 4 сестры. Скоро совсем в этой аллее на смену пионам расцветут гортензии. Тут 30 метров. Такая аллея и с гортензиями. Одна из зон в саду, где гортензии. Люблю я, конечно, и хвойные. Ауреус пиката скоро красивые приросты молодые нам подарит. Ну, а мы сейчас
повернем по этой дорожке и попадем на большой розовый круг. Идея большого розового розария возникла у меня сразу, когда я планировала участок. Мы поставили в этом году арку для вот этой очень красивой плетистой розы Сабрина. В прошлом году она у меня на деревянных опорах тут стояла. Она такая очень нежная и приятная, как свадебная роза. Очень мне понравилась. Вот эта сосна, она росла, тут я ее формирую. На большом розовом кругу у меня растет 72 куста роз. Очень красивая эта зона летом. Такое количество разных красок. Запоминается, когда смотришь, да, сад, сразу акцент такой на розы. Розы цветут периодически, одна сменяет другую, и, пустым и неярким этот круг летом не бывает. Много роз розового, кремового, белого цвета, и оттенки желтого и персикового. Красных роз у меня почти нету. Как-то пока я не пришла любовью к этим цветам. Клумбу ограждает такая интересная стена. Задумка такая зонирует из самых красивых туй. Часто вы спрашиваете, это туя пирамидалис ауреа. Среди них растут лилии. Лилий в моем саду тоже несметное количество. Вот я вам показываю и махровых, и очень люблю высокие лилии, и свисающие. И каждую весну и лето я досаживаю новые лилии. Вот и в этом году жду цветения новых сортов. Надеюсь, в саду будет очень красиво и ароматно от лилий. Вот зона сада. С другой стороны от круга тут такие лилии свисающие, как колокольчики. Это съемка прошлого года. С правой стороны у меня еще видна аллея из древовидных гортензий, которую в этом году, осенью вернее, я уже пересадила. А дальше мы любуемся зоной с гортензиями. Это с той стороны от пирамидалиса, если мы будем смотреть. Гортензий, наверное, у меня еще больше, чем роз. Я научилась их черенковать. Наверное, 80% кустов гортензий у меня из моих черенков выращены. Несколько видео на канале есть по черенкованию и по зимнему, и по летнему. Можете посмотреть, попробовать. Летнее вообще легко черенкование. Мне нравятся и штамбы. Около 20 штамбов. Я прошла, посчитала, опоры ставили для штамбов, сколько еще надо. И в кустовой форме, вот так, как Vanilla Phrase. Про гортензии тоже есть отдельный плейлист. Заходите, смотрите. Там и обзоры сортов есть, и сравнения. Любимая моя гортензия — полярный медведь. Вот она как раз в кадре. Это молодые кустики, двухлетние. Вот такой кустик, это двухлетний. Секреты ухода я вам начала рассказывать уже в этом году. Раньше как-то не хотела, потому что казалось, вдруг у меня не все получится. Как видите, дружбу с гортензиями мы завели. Они отвечают взаимностью, поэтому я могу смело рекомендовать свои варианты по уходу. Если мы отойдем еще дальше, с правой стороны от меня сейчас на экране 2 теплицы находятся. Там я выращиваю огурцы и помидоры, но про них на канале не рассказываю. Мне по душе декоративный сад и мои цветы, гортензии. Вот такие огромные кусты у меня у входа. Это если мы стоим спиной к калитке. Такая дорожка ровная. И мои гортензии. Вот это штамп Пинки Винки.
Гортензии я также люблю не меньше, чем рододендроны и розы. Поэтому их так много, больше 50 кустов уже гортензий. Хвойные мы пойдем смотреть очень скоро, поэтому тут я за них немного порассказывала, какие у меня растут хвойные. А вот так выглядит сад прямо сегодня утром. Барбарисов много в саду, кипарисовиков, канадских елей. В общем, оставайтесь на моем канале, в моем саду. Мне будет приятно показывать и рассказывать о нем, делиться своим опытом. Вот эту, кстати, иву Хакура Нишики, в такую изгородь, я тоже из черенков посадила с двух сторон от дорожки, когда идешь к дому. Еще раз спасибо всем моим подписчикам за то, что вы ставите лайки и делитесь в комментариях своими впечатлениями про мой сад. Всего хорошего! У меня, кстати, первые пионы зацвели, древовидные.